Я на самом деле не помню, когда я стал хуже видеть. Очки скоро можно будет выкинуть. Погружаемся в 20 сентября. А если вдруг ты сейчас станешь видеть единицы, разглядишь меня и разлюбишь? Это кайф. Это кайф. Снова день X, 19 сентября. Я лысый. Натах там что-то подглядывает. Остался час уже. Через час уже будет операция по коррекции зрения. И я буду ястребом. Ну, в общем, посмотрим, что будет, сколько будет отходняк, но уже предвкушаю новую жизнь. А если вдруг ты сейчас станешь видеть единицы, разглядишь меня и разлюбишь? А что, на камеру обязательно? Какая моя новая прическа? Ты уходишь от ответа. Ну-ка, клянись, что не разлюбишь. Да не разлюблю, что ты тут, а? Чё ты? А ты чё? Клянись. Что за хрень? Скажи, клянусь. Да не буду На я. камеру давай. Мы вообще этих слова не говорим никогда. Я на самом деле не помню, когда я стал хуже видеть. Наверное, еще где-то со времен школы я с последних пар там как-то плохо видел доску. И приходилось щуриться. А теперь надо будет отвыкать от щуриться. Мы доехали. Ну там вот Висус. Висус клиник. Ну или Фисус, я не знаю, как она на место. У нас 15 минут до 3. В 3 уже сказали быть там, типа операция. Ну там понятно, что пока что-нибудь обследуют. Что-нибудь померяют, может быть, что-нибудь скажут, что-нибудь надо будет сделать. В общем, там час-полтора еще в клинике надо будет тусить. Ну, в среднем, написано, по крайней мере, в договоре. Вот, все. Прощайте, слепые глаза. Очки скоро можно будет выкинуть. И ходить как крутой мэн. Опа. Ходить как крутой мэн. В солнечных очках, и даже зимой, и даже за рулем. Ого. Ну что, все, целая эпоха. Ну ладно, не этих очков, других очков. Вообще с них все началось, с предыдущих очков. То, что лопнуло право. На самом деле, пока нет сильно светло, и можно смотреть на свет. Все, новая эра наступила. Теперь сейчас все пройдет. Ты как Ридик сейчас. Лысый и в очках. Прошло 2,5 часа после операции. Мы только-только добрались до дома. Зрение норм, ну, в плане, как в очках. Вот как единичку есть, так и вот такое зрение. Вся припыленность, которая была сразу после операции, она прошла. Ну, небольшое недомогание ощущаю в глазах, как будто там ресницы где-то попало, не щипет. Немного щипет, но в целом все хорошо. Ну, голова немного подустала, как будто бы от дороги больше, я бы сказал, потому что ехали часа, почти 2, наверное, ехали. Прошло примерно 16 часов после операции. Маску дали, чтобы спал 3 ночи в ней. Сейчас неделю антибиотики капать. С каждым днем все меньше и меньше. Ну и другие капли каждые 2 часа, пока не кончится бутылек. Вот, маски в целом норм, спалось. Ну, она такая, мешала, конечно, но более-менее. Глаза еще немного слезятся, потому что только что капался. Вот, зрение в целом, ну, все было норм уже вчера, часа через 2,5-3, наверное. Сегодня суббота, 20 сентября. Посмотрим, как пройдет этот день. Глаза тереть нельзя, воду в них нельзя, но это все как стабильно. Вот, вчера вечером пробовал смотреть на лампы. Ну, нет сильной чувствительности света и гало пока не вижу. Может быть, оно позже будет. Не знаю. Посмотрим. В общем, погружаемся в 20 сентября. Доброе утро. 21 сентября. В целом восстановление идет хорошо. Стараюсь спать по возможности. И с каждым сном, в целом, наверное, с каждым часом восстановление все лучше и лучше. Глаза уже меньше, точнее реже слезятся. Уже даже на капли они не так реагируют. Иногда на антибиотики, которые в глаза капаю, пощипывают. Ну, такое, типа небольшое пощипывание, что-то есть, поэтому они слезятся. Но в целом считаю, что вполне себе успешно все проходит. Всякие тесты на гало показывают, что гало нет. Какой-то чувствительности к свету тоже нет.
Не знаю, может быть, потом будет, может, не будет. Ну, как я понимаю, уже не будет, потому что она должна была быть сразу. Завтра, понедельник, 22 сентября, часа в 4-5 вечера уже типа можно глаза умыть. Вот, потому что сейчас я вот так вот протираю ватным диском лицо, чтобы не мочить нигде глаза. И, ну, я вообще умываюсь, чищу зубы в очках, на всякий случай. Ну, короче, это прям чрезмерные меры предосторожности. А вот, можно так не делать, если что. Вот, но я на всякий случай. Все равно, что, дома сидим, и мне в целом это комфортно все делать так, как я это делаю. Зрением доволен. Вот, вижу все, всякую листву, всякие мелкие детали. В целом все так же, как я вижу в очках, только здесь нет уже каких-то еще искажений, где край очков, и там бывают какие-то искажения, здесь такого ничего нет, просто четко постоянно видишь, и это кайф, это кайф. 22 сентября, время уже 12 часов дня, поэтому с добрым утром у вас. Но мы сегодня спали долго, потому что вчера мы легли очень поздно, потому что у пацана была температура целый день, и с вечера была 40, и ничего не сбивалось, поэтому ездили, ну, здесь это госпиталь, ну, короче, к врачу дежурному. Вот, сейчас я сижу в машине, меня тут моют. В общем, было такое, что в правом глазу как будто бы была ресничка или волосок. Вот, это было примерно сутки, потом иногда всплывало после того, как что-нибудь капаешь. Вот, но оно все прошло. Да, вот такая вот магия тут происходит. В целом, ёпчики, страшно, блин, как вот сейчас машину разберут. В целом, все как будто прошло, все как будто бы нормально, гало нет, но есть такие интересные эффекты, когда вечером смотришь на свет, на лампы. Я вчера вечером, ну, ближе к ночи я рулил, я ездил за рулем. В целом комфортно, просто чуть больше света, и он выглядит, ну, такой немного заблюренный, как будто бы. Вот, и то не всегда, не весь свет, не весь свет фар, не у каждой машины. Видимо, зависит от диоды, галогена, еще что-то и так далее. Вот, поэтому какой-то свет прям мерзкий, дальник, ну, выглядит как дальник всегда, когда тебе дальником светит в глаза, это всегда убого. 23 сентября, ну, уже после обеда. В целом я перестал носить очки, и пора бы заниматься, но и когда занимаешься, лучше нацепить на всякий случай очки. Первое занятие после операции – это просто ходьба, быстрая ходьба. Будет быстрая ходьба с небольшим уклоном. Пульс держим не больше 130, желательно не больше 120. Я еще также капаю антибиотики. Сегодня первый день без очков, я очки только на тренировку нацепил. Соответственно, очки, кепка, на всякий случай, чтобы пот и вообще ничего в глаза не попадало. И все, так вот. 24 сентября. Вырвался погулять. Ну, погода в целом неплохая, ветерок, правда, подувает, поэтому я все еще в очках, чтобы сильно глаза не сохли. Сегодня среда. Пацан первый раз в неделю в саду, потому что он чуть приболел. А пока пацан в сад он ходит в Амстердаме, ну, потому что вот так сложилось. Я решил прогуляться, заодно посмотреть кроссовочки новые, потому что мои Саукони, в них уже пробег почти 700 километров. Вот, и мне нужна новая пара для беговой дорожки, о которой я потом когда-нибудь расскажу. Либо наоборот, я беру Саукони для беговой дорожки, а все остальное, точнее новую пару я покупаю для улицы. Ну и взял свой новый подарочек Ricoh Jar 3X для стрит-фотографии, и сейчас пробую вот играться, пробую делать какие-то фоточки. Сейчас я в Амстердаме, тут Вандал Парк, и я просто прохожу. Я зашел в один магазин, и мне сказали: чувак, у нас нет старых кроссовок, у нас только все новые модели, мы старые не храним. И у тебя appointment не было, поэтому я даю предпочтение тем людям, у которых есть appointment. Я, короче, померил одни кроссовки, ушел, и хрен с ними. Короче, тройка им или двойка за работу. Не хотят они денег, пускай не хотят. Иду, короче, в другой магазин. Если там будет то же самое, тогда буду думать, что делать дальше. Доброе утро, 25 сентября. Время
6:45 утра, тренировка уже закончена, тренировка 36 минут примерно была, плюс пока подготовка, пока кофе сварил. Сегодня была ходьба, хоть говорили, что надо 3% наклон, но я сделал 5 и было вполне комфортно. Я бы, может быть, даже сделал чуть побольше, потому что пульс все равно средний там 106-108 был. 26 сентября, начало 9, с утра уже была тренировочка на беговой дорожке, даже пробежался чуть-чуть, минут 10, так, слегка. Сегодня маленький день X, надеюсь, последний в этом году. Еду на чекап, недельный чекап. Сегодня пятница, соответственно, почти неделя прошла с момента операции. То есть неделя будет часа в 3, там, в полчетвертого. Но с утра мне к 9 часам надо на чекап, чтобы проверили глаза, как там все заживает. В целом я чувствую, что все нормально заживает. Вот, есть какие-то там спецэффекты со светом, они периодически то хуже, то лучше, вот, но ничего критичного. То есть просто такое небольшое еще свечение, небольшое, какой-то блюр есть периодически. Бывает, за компом сидишь, смотришь буквы, они такие, как будто еще с подсветкой небольшой, такой заблюренной. Сегодня у меня первый рабочий день, отпуск мой закончился. Вот, как жаль, как жаль. Ну и все, я выйду от врача, запишу последнее и потом буду монтировать это самое видео, и вы увидите, что происходило в течение недели. В целом ничего, просто недельно можно сказать отчет, что все хорошо. В целом саму операцию не надо бояться. Понятно, что мозг все равно будет подкидывать, особенно уже во время операции, когда будете лежать, вам там что-то будут делать, и мозг все равно начнет что-нибудь подкидывать, что вот вы... Сейчас вам там что-то, вот какая-то штука перед глазом. Ты же все видишь во время операции. Вот сейчас какая-то штука, сейчас будет больно, дискомфортно. Нет, самое больное было это капать холодные капли. Вот. И я ненавижу капать в глаза. И за первый день, за первые 1,5-2 суток я вроде привык. И сейчас, в целом вообще никакого дискомфорта это не вызывает. Но до этого я не капал, я ненавидел капать. И мне там понятно, что на операции надо много капать. Там всякие обезболивающие в глаза капают, всякие капли тебе постоянно капают. В целом, наверное, это было одно из самых больных. Второе, это было просто дискомфортно, когда тебе расширитель вот этого века ставят, чтобы ты просто не моргал, чтобы ты не мог физически моргнуть. Наверное, там дискомфорт 1-2 секунды. Вот такая, просто неприятно. Все, больше вообще ничего. Никакие что там на глаз ставят, не ставят, я это вообще ничего не почувствовал. Вытаскивают все, что там выжгли, не вытаскивают, какие-то надрезы, пинцеты, не знаю, что там вообще происходило. Просто что-то где-то есть, но ты не ощущаешь никакой боли. Поэтому, если есть возможность, если нет противопоказаний, то бояться, наверное, нечего. Клиника вон там сзади. Сказали, все отлично заживает, так как зрение вблизи немного ухудшилось. Мне сказали, это пройдет через, до 3 месяцев. Вот. Оно вернется в какую-то норму, но все равно не будет таким, которое было. Ладно, привыкнем. Вот, все отлично. 24 октября, через месяц они еще позвонят. Не надо будет никуда ехать, просто позвонят, спросят, как оно. Все, поэтому капаемся. Антибиотик когда в последний раз. И юху, здравствуй, мой новый дивный мир. Очень классно он выглядит. На самом деле, с очками не сравнится. В очках он выглядит по-другому. Без очков, с хорошим зрением, выглядит намного лучше.